Здравствуйте, уважаемые зрители! За моей спиной главный офис кировского филиала, кировского отделения ПАО «Сбербанк». Видите, какая у них красота? Это не просто так. У нас по Сбербанку накопились определенные видеоматериалы. Все эти истории очень интересные. Но у Танечки до них не доходили руки, потому что то Пойлов, то Сафонов, то еще что-то более интересное. Но истории действительно интересные. И вот сейчас, видимо, пришло время, когда руки дошли. Почему так произошло? А потому что работник вот этого отделения, Талашко Наталья Васильевна, она, видимо, на корпоративных тренингах так назанималась, что смогла своим псевдо-вежливым тоном, квази-заботой, смогла выбесить даже Танечку, которую выбесить в принципе невозможно, потому что она очень хорошая и спокойная. Но Наталья Васильевна Талашко смогла. И в итоге Танечка, когда вот произошли события, она сказала: все, хватит это терпеть, сделаю-ка я, пожалуй, все про Сбербанк. Ну и вот сейчас начнем вам эти истории показывать, рассказывать. Я думаю, будет интересно. ПАО «Сбербанк» против юриста Антона Долгих и Танечки. Че, вы от Сбербанка? Да. Ой-ой-ой-ой, не завидую я вам. Не надо меня снимать. Почему? Потому что не надо. Что вы кричите? Я не кричу, я серьезно и спокойно говорю о том, что меня снимать не надо. Уберите, пожалуйста, камеру. Что значит не надо? Руки от меня уберите. Руки от моего имущества уберите. Кричите громче. Руки, я сказал. Кричите громче, а я сказала, Тань, меня не снимать. Руки от меня уберите и больше ко мне не подходите. Совсем оборзели. Закон почитайте. Не снимай. Сейчас на судебное заседание, у вас нет разрешения. А на судебном есть. Я вас не снимаю, я снимаю обстановку, чтобы вы на меня не напали. Видите, нападаете даже под запись. На ютубе посмотрите на себя. Пожалуйста. Думать надо, прежде чем сюда приходить. А иск вы составляли? Там очень смешные есть ссылки на пункты соглашения, которые вообще не соответствуют тому, что написано в самом иске. Вы составляли или нет? Да ладно, не стесняйтесь, что вы. Смотрите, оп, как мы можем. Такая смешная. Вот, поезжайте вниз. Там ждите. Вот, тоже снимайте и все. Смотри, как кричит, ручки тянет. Мы на 2 камеры снимаем, вы понимаете, бесполезно. Ну, пока еще не знаю. Не надо меня толкать. Все сделано. Готово. Рассматривается гражданское дело по иску ПАО «Сбербанк» Макарова взыскания задолженности Пенкина Годового. Устанавливается личность явившихся в суд. Представитель лица не присутствует, имея законодательство. Представитель ответчика, представьте себя, пожалуйста. Долгих Антон Витальевич. Основной долг 8127 копеек. Просроченные проценты. Здрасте, кто? Представитель Сбербанка, доверенности. Можно? Я, папа.
Решается судовое заявление, сейчас значит, просроченные проценты 2771 копейка будет только за просроченное основное долга. А также поступит оплата государственных услуг. Значит, протокол запоздания явился, представитель представьтесь, приезжайте. Представитель по доверенности Скурихина Светлана Николаевна. Помещаем, копия приобщается к материалу дела. Дело рассматривается уже жалобой секретаря Пермского, а протокол составлен. Нет, Ваша честь. Права известны, понятны стороне, надо разъяснять. Ну, не надо. Стадия ходатайства пропущена, какие-то ходатайства будут у вас что-то приобщить в дело на данной стадии? У меня только для обострения суда подготовлены материалы, подлинные документы из кредитного досье нашей ответчицы. Хорошо. Присаживайтесь тогда, минуточку, значит, судом были разрешены ходатайства представителя ответчика. Значит, дело приобщили возражения относительно исковых требований, касаемо пропуска срока исковой давности с обоснованием правовым, ссылкой на нормативно-правовые акты. И приобщено и оглашено представителем ответчика заявление о несоразмерности и неустойки последствия нарушения обязательств. Считает сторона ответчика, что неустойка в размере 2770 рублей явно несоразмерна и просит ее уменьшить до 81 рубля 26 копеек. Суд переходит к заслушиванию лиц, значит, после оглашения искового заявления. Исковое заявление поддерживает сторона? Да, мы просим удовлетворить его в полном объеме. Сторона ответчика согласна с исковым? Нет, Ваша честь, ответчик не признает исковые требования в полном объеме, считает, что они не обоснованы, не доказаны и просит отказать. Присаживайтесь, пожалуйста, заслушивайте сторону истца. Ну, как бы мы считаем, что исковые требования основаны на всех документах, которые представлены, и есть материалы дела. В то же время мы подготовили подлинники по пакету документов, по которым был заключен кредитный договор и выдана кредитная карта Макаровой Татьяне Михайловне. Я представляю на обозрение суда подлинники документов. Ваша честь, позвольте поведение вопроса. А вот что происходит в процессуальном смысле сейчас? Что суд обозревает? Какие подлинники? Мне просто не интересно материалы. То есть вроде у нас возрастной представитель и должен бы знать, что суд исследует материалы дела. А сейчас что вообще исследуется? Индивидуальные условия выпуска. А что это за документы? Они приобщены к материалам дела, может быть? Сейчас разберемся. Минуточку. Так, а почему вы сейчас? Я понимаю, но вы должны вести его в соответствии с законом. Поэтому я прошу, пользуясь своим правом в любой момент заседания сделать замечание, занесение в протокол, я прошу занести в протокол мой протест относительно того, что председательствующий судья Жолобов изучает и исследует какие-то документы, не приобщенные к материалам дела. Я вижу не приобщение. Суд оглашает. Я об этом и говорю. Условия выпуска и обслуживания для того, чтобы их Значит, не надо на меня голос, пожалуйста, повышать. И во-вторых, я готовлюсь к Верховному суду и к обжалованию в квалификационную коллегию. Вот и все. Ну все, давайте мы не будем обмениваться колкостями. Я вижу, что вы, по моему мнению, в нарушение закона исследуете что-то неприобщенное. Она не просила, заметьте, приобщить. Она просила, значит, я представляю для обозрения оригиналы документов. Можно я буду? Да, на мой взгляд, нельзя. Но вы, конечно, сделаете все, что посчитаете нужным. Карты ОАО «Сбербанк России». Значит, подписана последняя страница Макаровой Татьяны Михайловны. Далее, значит, заявление на получение кредитной карты. Значит, в виде некой распечатки из программы. Подписанная. Имеется здесь подпись Макаровой. Значит, ознакомиться стороне, пожалуйста, пример. Ваша честь, а из чего вывод вы делаете, что подпись Макаровой? Я понять не могу. Просто рядом с ее фамилией стоит. Рядом с ее фамилией стоит какая-то закорючка. Согласен. Стоит какой-то символ. Кем-то написано, правильно? Я понимаю уклон. Банк же это как же? Банк представил какие-то бумажки напечатанные. Вот видите, какие-то бумажки. Никем не заверенные, оригиналы они называются у нас.
Ну а где имя Макаровой вообще? Рядом с чем стоит подпись? Ну, судите как хотите, конечно. Пожалуйста, продолжайте. Исковые требования не Да, поддерживаете. поддерживала в полном объеме и просим их удовлетворить. Вопросы, пожалуйста, становитесь. А предложите, пожалуйста, стать сторониться. Представители лица, ответы на вопросы. Пожалуйста. Ну и к суду также обращаться не стоит. Странно, что вам это приходится напоминать. Скажите, пожалуйста, исковое заявление вы составляли? Нет. А когда должнику были выданы денежные средства? Выданы вместе с получением карты. Верно ли, что вместе с картой были выданы наличные денежные средства? Не наличные денежные средства, а они вычислены на счет карты. То есть вы либо суд вводите в заблуждение, либо мой вопрос не поняли. Я задал вопрос. Вы вообще юрист? Причем тут это я представляю. Ну, я просто пытаюсь понять, мне говорить на юридическом языке или упростить его до невозможности, чтобы вы поняли все. Простите, пожалуйста. Хорошо. Скажите, когда банк должнику выдал денежные средства? Это каким-то образом влияет на задолженность. Ваша честь, прошу вас объявить замечание представителю ИСА и разъяснить, что она не вправе задавать мне вопросы, когда я задаю ей вопросы. И более того, она обязана отвечать, либо отказаться от ответа. Не надо со мной в пререкание вступать. Значит, на сформулированный вопрос, еще раз повторите, пожалуйста, Да. будьте добры ответить. Вам повторить? Я ответила вопросом на вопрос. Я ответила вопросом на вопрос. Ну вот, ваша честь, я благодарю в данном случае, что мне не нужно дополнительно ничего объяснять. То есть, если у нас вопроса на вопрос будет отвечать, я повторю с удовольствием. Просто я просил замечание объявить, вы как-то не отреагировали на мою просьбу к суду. Не вижу пока основания. Хорошо. Ну, вы пару раз еще вот так откажетесь и увидите суд основания. Скажите, пожалуйста, когда банк должнику выдал денежные средства? Банк выдает денежные средства вместе с получением карты. Денежные средства зачислены на счет карты. Вы мой вопрос понимаете или вам надо его разъяснить? Значит, давайте следующий вопрос. Ответ. Ваша честь, а вас не интересует? Нет, конечно, не получен. Денежные средства зачислены на счет карты, это я понял. Когда Макарова получила денежные средства? Когда она их Вы получила? хотите спросить, когда Макарова... Я спрашиваю то, что я хочу в форме вопроса. Не надо мой вопрос формулировать за меня. Во-первых, Макарова ничего не снимала, а во-вторых, опять же, я формулирую вопрос, уважаемый представитель, очнитесь, пожалуйста. Что записать за вами? Ваша честь, я тоже не знаю, я не понимаю. Задайте Ваша честь, по моему мнению, достаточно одного замечания с вашей стороны в адрес вот этой ухмыляющейся тетки, и после этого все сразу придет. Замолчите, пожалуйста, я с судом разговариваю. Подайте на меня, вы тетка и есть в моем представлении. Значит, минуточку. Вы в моем представлении тетка и есть. Жолобова объявляет. Конечно, ваша замечание честь, конечно. Обеим сторонам. Слава Богу, за счет своего замечания вы получили замечание. Поэтому... Уважаемый представитель. Да я не могу здесь по-другому себя вести. Вы меня еще удалите. Стадия вопросов. Правильно, Ваша честь. И я, как единственный здесь, похоже, профессионал, делаю свое дело. Я задаю вопросы. Разъясните этой тетке обязанность либо отвечать, либо отказаться от ответа. Вы посмотрите, как она себя ведет. Уважаемый представитель, стадия вопросов. Благодарю. Давайте по существу. Вот я как раз единственный, кто по существу здесь работает. Я сейчас ограничу ваше время. Пожалуйста, Ваша задайте честь. вопрос. Без лирики. По существу рассматривается дело в судебном заседании. И нужно установить... Вопросы, пожалуйста. Ваша честь, я согласен, но с учетом заявленного довода о пропуске срока исковой давности необходимо установить, во-первых, дату возникновения у должника, которым является... Я задаю, вы-то ведь прекрасно, как профессионал, понимаете. Вопросы будут у вас или нет? Да не кричите вы на меня, вы на детей своих так кричите, вы что себе Вопросы позволяете? будут у вас? Ваша честь, Месяца. я помощник депутата Законодательного собрания Кировской области, в конце концов. Ну вы что, вы думаете, я управу на вас что ли не найду? Уважаемый Особенно с новым председателем Кировского областного суда. Ну очнитесь тоже, пожалуйста. Вопросы представителю истца. Ваша честь, я задаю вопросы представителю истца. А истец представитель истца не отвечает на мои вопросы. И все началось с того, что я обратился. Есть, у меня масса вопросов, Ваша честь. Уважаемый суд, прошу прощения. Фу. Будьте любезны, скажите мне, пожалуйста,
должник, коим, по мнению истца, является Макарова Татьяна Михайловна, когда получила денежные средства? Денежные средства были получены в соответствии с расчетом задолженности и зачислены на карту при получении карты. Но в то же время операции начала выполнять она с 22 сентября 2014 года. Это она начала выполнять свои операции. Последний платеж по данной карте у должника Макаровой был 13 мая 2019 года. Причем здесь последний платеж? Уважаемый представитель истца, я спрашиваю, деньги когда получены, вы проплатили. Вы хотите сразу выпалить все, вы успокойтесь. Суд совсем разберется, в том числе благодаря моим вопросам. Скажите, вот согласно исковому заявлению, карта была выдана должнику 20 сентября 2014 года. Вы это подтверждаете? Да, подтверждаю. Вы подтверждаете, что 20 сентября 2014 года должник получила денежные средства? Она получила их на счете, и пользоваться картой с карточного счета она могла снимать денежные средства в любое время. Уважаемые представители, я не спрашиваю, когда она... получила карту. Пожалуйста, помолчите, когда я говорю. Я же вас не перебиваю, правда? Ни разу не А перебиваю. я отвечаю на вашу. Уважаемый представитель, ну, вы поймите, пока суд не отведет мои вопросы или не удалит меня из зала, я буду задавать свои вопросы. Вы никуда от них не денетесь. Задавайте. Вы либо откажитесь отвечать, либо отвечайте на мои вопросы, а не так, как вам хочется. Задавайте, пожалуйста. Я задаю. Итак, я не спрашиваю, когда Макарова получила возможность пользоваться денежными средствами. Я не спрашиваю, когда они были зачислены. Я задаю вопрос. Верно ли, что 20 сентября 2014 года банк перечислил должнику, вернее, банк выдал должнику денежные средства? Банк зачислил на счет карты денежные средства Макаровой. Я понял. Когда? Назовите мне, пожалуйста, не перебивайте меня. 20 сентября 2014 года. То есть она получила денежные средства 20 сентября 2014 года, верно? Я понимаю, что зачисления не были 20 сентября. Ну что, я на дурачка, что ли, похож? Может, суд на дурачка похож? Я спрашиваю, когда Макарова физически получила денежные средства? 20 сентября 2014 года, да? Да, она могла пользоваться этими денежными Я понимаю, что, по вашему мнению, могла. Получила она их когда? 20 сентября 2014 Спасибо. года. Можно было 10 она минут не получила тратить. денежные средства, зачисленные на счет карты, и получила в том числе и карту. Благодарю вас. 10 минут потрачено впустую. И я сказала, Все равно ведь что ответите на все мои вопросы. Вы сказали совсем другое. Теперь скажите, пожалуйста, чем, вот вы, когда вы сказали до этого, когда, по вашему мнению, Макарова совершила последний платеж? в 2019 году. А дату назовите, пожалуйста. Сейчас я вам скажу. 13 мая 2019 года. В каком размере был платеж? 50 рублей. Вы сами их, что ли, заплатили? Лично вы платили эти деньги? Почему лично я? Но я задаю вам опять-то. Вы что со мной устраиваете? Базар-то какой-то. Я спрашиваю, вы платили эти денежные средства? Задаем корректные вопросы. И правильные Ваша честь, слушайте. относящиеся- Вы посмотрите, что происходит. Задаем корректные вопросы. Это кто такая? А вы говорите, не называйте ее теткой. Да кто это такая вообще? Задаем корректные вопросы. Вы с детьми своими так... Не надо на пристава коситься, он сам разберется, что ему делать. Ваша честь. Да я впервые вижу, задаем корректные вопросы. Пожалуйста, представитель ответчика. Да ваше счастье, что закон не позволяет вас бить. Вопросы. Представитель Конечно, ответчика, есть. Пожалуйста. Еще вот. Тишина. Представитель ответчика задает вопрос. Я вам ужас еще не показывал. Представитель ответчика, пожалуйста, задавайте вопрос. Спасибо вам. Итак, руководствуясь вашим указанием, задаю корректный вопрос. Вы вносили за Макарову 50 Нет, рублей? вносила. Замолчите, пожалуйста, пока я говорю. Секретарь записывает мой вопрос. Вопрос еще раз повторите. Вот видите, просит даже повторить, потому что вы торопитесь. Молчите, пока я говорю. Как только я закончил говорить, начинаете вы говорить. Представитель ответчика, задавайте вопрос. Вы вносили за Макарову 50 рублей? Нет, не вносила. Вот так и отвечайте. Друзья, мне кажется, имеет смысл более подробно остановиться на вопросе, почему вот эти 50 рублей, факт внесения их на счет, очень важен. Дело в том, что признание долга
обнуляет, выражаясь простым языком, обнуляет течение срока исковой давности. То есть, если у вас течет срок исковой давности, который, как известно, общий срок исковой давности составляет 3 года, он у вас течет, и вот уже почти 3 года прошло. Но если вдруг кредитор требует у вас вернуть деньги, или вы даже без требования совершаете так называемое конклюдентное действие и признаете долг, например, внесением на счет, передачей денежных средств, каким бы то ни было образом вы признаете долг, может быть даже просто в письменном виде признаю долг, то течение срока исковой давности начинается заново. Скажите, а чем подтверждается ваш довод о том, что Макарова внесла 50 рублей в ПАО Сбербанк? Расчетом задолженности, который не оспорен в ходе судебного заседания. Контрасчет не представлен. Слова прямо ух! Скажите, а каким образом Макарова внесла 50 рублей? Я не могу ответить, но Почему? денежные средства появились на счете. Появились? Да. А кто их внес-то? Кроме Макаровой, пин-коды и пин-кода, Послушайте. еще у кого-то есть? Послушайте, во-первых, Макарова никакую карту не получала, но сейчас нет. Вы почему-то стремитесь все в кучу накидать. Значит, вопрос, пожалуйста. Хорошо. Еще раз будем дробить. Скажите, Да? так я-то как раз и дроблю как профессиональный Пожалуйста, юрист. вопрос. Скажите, а вы почему решили, что Макарова внесла 50 рублей? Потому что денежные средства внесены на счет карты. На счет, вы букву «щ» еще выговариваете более артикулированно, и тогда точно Еще выиграете. следующий вопрос. Я, пожалуйста. Каким образом они были внесены? Просто меня обзывают в ходе судебного заседания. Да если бы я обзывал, мне бы давно уже замечание объявили. Теткой. По моему мнению, вы тетка и есть. Вы, по моему мнению, тетка и есть. Но кто вы? Дядька, что ли? Да кто вы, дядька, что ли? Да почему я должен при себе его держать? Я вам все выскажу. Председательствующий Жолобова, пожалуйста, председательствующий вправе сказать ваш. Вот теперь вы чувствуете себя, как я чувствую с ней и с вами. Очень хорошо. Ответчика, пожалуйста. Очень хорошо. Наконец-то. Председательствующий вам делает замечание за употребление оценочных категорий в адрес представителя ответчика. Ваша честь. Следующий Я вопрос. по-прежнему считаю, Пожалуйста. что это тетка. Объявите мне второе замечание и удаляйте. Значит, будет занесено все в протокол. Да, и на записи содержится. Я считаю, это мое мнение. Представитель Кто это, дядька, ответчика, что ли? задавайте вопросы по существу дела. Почему вы решили, вернее, почему вы утверждаете суду, то есть вы, возможно, ведь юрист, вы, возможно, ведь представляете, что такое признание долга и так далее, просто, может, вы не знаете о том, что признание части не является признанием всего долга, и, видимо, решили такую схему придумать. Почему вы суду утверждаете, я пытаюсь понять, и чтобы суд понял, что Макарова внесла 50 рублей. Ей это вообще, зачем ей это нужно? Это надо спросить у самой Макаровой. Вопрос Я за Макарову вам Да. сообщаю, что она ничего не вносила. Хорошо, следующий вопрос. Так вот, у меня вопрос-то простой. Почему вы решили, что Макарова внесла деньги? Я вам ответила, вы можете спросить это у Макаровой. Я у Макаровой спрошу. Я сейчас спрашиваю вас. Женщины, вы, видимо, не понимаете, что происходит. Представитель Нет, истца. Хорошо, я вопрос задаю. Уважаемый представитель истца, вы только что сообщили суду, что в определенную дату Макарова внесла 50 рублей на счет. Верно я понял? Верно. Верно. Что еще? Теперь я пытаюсь понять, почему вы, человек, который сообщил суду, что именно Макарова внесла денежные средства в размере 50 рублей на счет 13 мая, по-моему, да, 2012 года, почему вы решили, что это Макарова внесла деньги? Вы спросите, пожалуйста, почему Макарова внесла эти денежные средства? Уважаемый представитель истца, я спрошу, сейчас я спрашиваю у вас, почему, вы не понимаете меня, я ведь не пытаюсь узнать, почему Макарова внесла. Вы либо подменяете вопрос, либо действительно не понимаете в силу интеллектуальных особенностей, что я спрашиваю. Я спрашиваю у вас. Как же, видимо, ваша честь. Ну, оскорбление, подайте на меня заявление. Да что ж такое? Особенностей. Я же сказал, в силу, видимо, своих интеллектуальных особенностей вы не в состоянии понять. Ответчик. Судья, слава богу, все понял. Пожалуйста, вопрос. Так я его и задал. Она 2 раза отвечает спросить Макарова. Значит, следующий Хорошо, вопрос. уважаемый представитель, смотрите, я не пытаюсь ведь у вас выяснить, почему Макарова внесла. Макарова ничего, естественно, не вносила, из-за этого еще, кстати, утверждение будете отвечать. Но вы либо действительно не понимаете, что я спрашиваю, либо делаете вид, что не понимаете. Да. Поэтому я спрашиваю, почему вы суду сообщили, вот вопрос-то в чем. Почему вы сообщили суду, что деньги внесла Макарова? На основании чего? На основании того, что это действительно операция была проведена по счету Макаровой.
И это находится в расчете задолженности. Это прекрасные слова вы произнесли. То есть я верно понимаю, что вы сделали вывод о том, что Макарова внесла деньги на основании лишь того факта, что деньги появились на счете. Верно я понимаю? Да. Слава Богу! Следующий вопрос. Скажите, а почему в исковом заявлении содержатся неверные ссылки на условия предоставления, условия выпуска и обслуживания кредитной карты Сбербанка России? Почему содержатся неверные ссылки? Например, пункт 4.1.4 не соответствует тому тексту, который указан в исковом заявлении. Пункт 4.1.5 тоже не соответствует тексту, который указан в исковом заявлении. Из текста искового заявления следует, что данное исковое заявление содержит вообще недостоверные ссылки как на нормы условий предоставления кредита, так и на нормы права. Так, например, указано, согласно тексту искового заявления, что в соответствии с пунктом 3.1 условий, здесь имеется в виду условия выпуска и обслуживания кредитной карты ОАО «Сбербанк России». То есть эти условия, текст приложен к исковому заявлению. Так вот, как следует из искового заявления, в соответствии с пунктом 3.1 условий банк предоставил должнику кредит на сумму совершенных с 20 сентября 2014 года операций по кредитной карте. Если обратиться к пункту 3.1 условий, то станет очевидно, что данный пункт определяет порядок образования лимита кредита по карте и ничего не говорит о выдаче кредита. Но если даже предположить, что косвенно этот пункт каким-то образом связан с тем, что утверждает истец в исковом заявлении, то есть о предоставлении должнику кредита, то далее в последующих абзацах вообще ссылка идет не на те нормы. Ваша честь, обратите внимание, вот в исковом заявлении, согласно пункту 4.1.4 условий, должник принял на себя обязательство ежемесячно, не позднее даты платежа, внести на счет карты сумму обязательного платежа, указанную в отчете. Обращаясь к условиям, конкретно к пункту 4.1.4, видно, что содержание данного пункта следующее. Держатель карты обязан досрочно погасить по требованию банка сумму общей задолженности, указанную в соответствующем уведомлении, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящих условий. Вопрос простой. Почему так? Я не знаю. Вы не знаете. Так. Направлял ли ПАО «Сбербанк» в адрес Макаровой Татьяны Михайловны, вернее, не так, прошу в протоколе указать не Макарова Татьяна Михайловна, а ответчика. Потому что Макарова Татьяна Михайловна бывает разная, а ответчика. Не, Ваша честь, вы напрасно здесь ухмыляетесь, потому что я не на чем меня ловить. Протокол, значит, направлял ли... Вопрос еще раз. Да, нет, я поясню. Потому что в адрес Макаровой Татьяны Михайловны, как человека с таким именем, банк, естественно, что-то направлял. Вот, поэтому я и поправился, и тут как бы не то, что меня на чем-то поймали, я даже имею в виду, направлял. Нет, хорошо, я могу без слова ответчика, чтобы секретарь больше писал, задать вопрос так. Направлял ли ПАО «Сбербанк» в адрес Макаровой Татьяны Михайловны, проживающей по адресу Кировская область, город Киров, поселок Ганино, улица Центральная, какое-либо требование? Ну, давайте так. Я просто хотел сократить все до ответчика. Да, направляю. Угу. А по какому адресу было направлено такое требование? Вот в данный момент у меня нету этого требования. Я не могу сказать. Ага, у вас нету такого требования. Зато такое требование есть в материалах дела, и копия есть у меня. Лист дела 27. Скажи, приложенный к исковому заявлению. Верно ли, что требование номер ВВБ 38 ИСХ 153 от 5 апреля 2017 года ПАО «Сбербанк» было направлено в адрес человека с именем Макарова Татьяна Михайловна по адресу 610-00, Кировская область, город Киров, улица Центральная, дом. Верно ли это? Уважаемый суд, я могу для обозрения представить. Да, верно, потому что это находится в материалах дела, и этот адрес у нас указала сама Макарова Татьяна Михайловна. Да-да, только в приказном производстве правильный адрес указан. Мы живем на улице Центральная, в поселке Ганино, города Кирова. Поселок Ганино это входит в состав муниципального образования город Киров, но является отдельным сельским населенным пунктом. В городе Кирове, в муниципальном образовании город Киров, есть несколько улиц центральных.
потому что в состав муниципального образования город Киров входят множество населенных пунктов, сельских, в том числе и поселок Ганина. И улица Центральная есть, например, в Слободе, Какуй, в Большой Субботихе, в Ганино, вроде бы в Костино есть, ну то есть несколько. А Сбербанк отправлял документы, в том числе, видимо, претензию, как из материалов дела следует, когда я ознакомился, они направляли по адресу город Киров, улица Центральная. А такого адреса в принципе нет. То есть улицы Центральной в городе Кирове, именно вот в городе Кирове, нет. Улицы Центральные есть в сельских населенных пунктах, которые входят в состав города Кирова. Ну, я думаю, не нужно быть юристом, чтобы понимать, что по несуществующему адресу почтовая корреспонденция в принципе не могла быть доставлена и не была доставлена. Я сейчас скажу, так нет, подождите, верно, что было направлено по названному мной адресу? Посмотрите, пожалуйста, требования еще и с другой стороны. Там отправляют сразу несколько адресов. Бывает и такое. Ой, какая вы смешная. Ну вот посмотрите, в какое несколько адресов требования, я же именно для этого и назвал конкретный адрес. Вы сейчас пытаетесь собрать в кучу список почтовых отправлений, где действительно, ну ваша честь, но это невозможно, это непрофессионализм, по моему мнению. Оценочная сумма. Уж, конечно. Вопрос, какой представитель? Да. Отправляли ли? Хорошо, вы с материалами дела знакомы? Да. Угу. Вы частично, да? Угу. Потому что я не видела то, что предоставляла сторона ответчика. Эта сторона истца приставила, очнитесь, пожалуйста. Лист дела 27, приложение к исковому заявлению. Давайте еще раз. Слушайте, да, вопрос. Слушайте, значит, Сбербанк, хорошо, да, я хочу сэкономить время, ну давайте мы по шагам пойдем, чтобы как раз вот как с жуликами надо, чтобы они не делись никуда через серию из 50 вопросов. Скажите, пожалуйста, к исковому требованию ПАО «Сбербанк» представитель прилагал требования, копию, да разрешите я закончу, я для протокола сейчас говорю, не для вас. Копию требования номер ВВБ 38 ИСХ 153 от 5 апреля 2017 года. Прилагали? Да, прилагаю. Вы знаете, какой адрес указан в данном требовании? Простой ответ, да или нет, знаете или нет? Чего вы молчите? Его сейчас согласили. Нет. Слушайте, вы знаете, какой адрес указан? Ответьте мне, пожалуйста, знаете или нет? Это что ж такое? Вы его сейчас согласили. Вы знаете, какой адрес указан? Вы его сейчас согласили. Я не спрашиваю, оглашал ли я. Вы знаете... Киров, улица Центральная. Киров, улица. Вопрос, давайте. Ваша честь. Ну так вы сразу тогда признайте Макарова виновным. Чем мы тут правда разбираемся-то? Вопросы задавайте. Но пока меня не удалят, я продолжу. Скажите. То есть как бы это нужно? Наоборот. Ну просто я же вижу, что вы не даете мне работать вообще. Да? Да. Кажется, вы много говорите. Пожалуйста, Я с вами согласен, что вы позволяете мне много. Я с этим, Ваша честь, уважаемый суд, согласен полностью. Что другой бы уже давно удалил, я с вами согласен. Но это же просто невозможно. Вопрос, пожалуйста. Я с удовольствием. Так, адрес-то, вы знаете, какой указан? Вот как в садике. У меня дети даже и то отвечают. Вопрос, пожалуйста. Так я задал вам без ответа, она молчит. Нет ответа, протокол. Все, нет ответа, вот и все. Не отвечай, Откажитесь, вы наконец-то научились. Откажитесь отвечать, и все. Так. Известно ли вам, что к исковому заявлению приложен список, номер, дальше без номера, внутренних почтовых отправлений от, дата не указана. Известно вам это? Лист дела 12-13. Да, почтовое отправление мы оставляем. Нет, это уже приложено, то есть... Так, может, и ничего не известно, правда? Давайте сразу... Хорошо, просто вы говорили куча там, скажите, адрес отправки, вот требования какой, вам известно? Адрес отправки вы уже его назвали. Это Киров, улица Центральная. Этот же адрес указан в анкете. Ну зачем же вы суд-то обманываете? Следующий вопрос. Ой, боже мой. А зачем тогда Макаровой направлялась хорошо? В приказном производстве имеется требование, где указан адрес с поселком Ганина. А это каким-то образом? Да что вы мне вопросы-то задаете? У нас не дискуссия с вами. Так, Я ничего не понимаю. Тихо, тишина. Вопрос. Я бы с удовольствием в режим диалога вступил. Производства содержится требование с указанием адреса с поселком. Да? Да. Вопрос. Я спросил, почему. Она говорит, такой адрес. Ваша честь, послушайте. По моему мнению, представитель истца обманывает суд. Обманывает суд.
То есть вы указываете просто на несоответствие материала дела. Конечно, я вообще задаю вопросы для суда, потому что мне это все ясно. Я задаю вопросы для того... Мы знакомились уже в том судебном заседании. Пожалуйста. Просто я задаю вопросы для того, чтобы суд смог оценить все ответы. Пожалуйста, следующий вопрос. Спасибо. Скажите, уважаемый представитель истца, а почему... не в требовании, а в заявлении о выдаче судебного приказа. Заявление. Почему в заявлении о выдаче судебного приказа был указан адрес другой, не тот, по которому направлялось требование? Вопрос закончен. Можно отвечать. Я считаю, что если было выявлено и Макарова Татьяна Михайловна сообщила свой адрес, куда ей направлять корреспонденцию, туда корреспонденция и была направлена. Уважаемый представитель истца. Еще вопрос. Да. Почему... Давайте так. Вопрос длинный, но очень простой. Почему в заявлении о выдаче судебного приказа был указан адрес Кировская область, город Киров, поселок Ганина, улица Центральный, дом, а в требовании претензии о досрочном возврате суммы кредита, процентов за использование кредита на уплате неустойки был указан адрес 610-00, Кировская область, город Киров, улица Центральная, дом, то есть в другом населенном пункте. Вопрос, протокол задан, он очень простой. Почему два разных адреса? Потому что, значит, такие адреса указала ответчик. Значит, это ваш, просто слово «значит» указывает на вывод. Это ваш вывод или Это вы утверждаете? Вопрос. Это ваш вывод. Значит, такие адреса указаны. В чем? Все. В И чем? в анкете указаны, и, значит, такие адреса указала и информировала наш ответчик Макарова Татьяна Михайловна. Следующий Да. вопрос, пожалуйста. Да. Ну и теперь вопросы, которые я приготовил. Думал, уж не придет у нас представитель истца. Уважаемый представитель истца, верно ли, что обязательство по договору предусматривало... Я, кстати, передам в письменном виде потом. Да, оно просто есть. Верно ли, что обязательство по договору предусматривало исполнение в виде периодических платежей? Да. Верно ли, что согласно условиям договора должник был обязан исполнять обязательства по возврату части долга и начисленных процентов ежемесячно, не позднее установленных в договоре даты? В том числе, но в то же время я прошу обратить внимание суда. По кредитным картам есть льготный период, на основании которого банк предоставляет нашим заемщикам, так скажем, льготный период после получения денежных средств. То есть при снятии денежных средств или при расчете каким-то образом, значит, в сфере услуг или в магазинах, заемщику предоставляется льготный период, который тоже отражается. То есть в этот льготный период банк ему дает время погасить ту задолженность, которая у него образовалась. Без процентов. Я вообще ничего не понял из того, что вы сказали. Не в том смысле, что не понял смысл, а смысл ответа вот так. То есть вам хочется как можно больше накидать, ну ладно, вопрос в другом был. Я понимаю, что льготный период человек может заплатить вообще никаких... Вопрос, пожалуйста. Льготный, без процентов. Вопрос был в другом. Я ответила на Да вопрос. вы ответили на Я собственный пояснила. вопрос. Послушайте, во-первых, Вопрос в чем был? ваша честь. Еще раз Во-первых, вопроса было. да. Во-первых, по моему мнению, представитель истца, ответив, естественно, на часть, да, и вот после того, как «но», она начала рассказывать о правилах, во-первых, не имеющих никакого отношения к данному делу, к Макаровой. Она, в принципе, начала рассказывать о льготном периоде, как о банковской услуге. Вопрос у меня относится к этому делу. Я понял, что во время льготного периода можно заплатить без процентов. Вопрос. Все. Вопрос. Верно ли? Но если вас смущает слово «верно», давайте без «верно ли». Пожалуйста. Согласно условиям договора, должник обязан был исполнять обязательства по возврату долга, целого долга, ежемесячно, не позднее установленной в договоре даты. Да, после прохождения льготного периода. Но в том числе и проценты, и если задолженность как таковая не была погашена, то и неустойка. Это все указано в индивидуальных условиях кредитования. Хорошо. Я пытаюсь... Ответ. Нет, ваша честь. Следующий вопрос. Следующий вопрос.
Вот, я бы без вашего указания никак его не задал. Следующий вопрос. Послушайте, я пытаюсь понять. Должник обязан был единовременно когда-то вернуть долг. Под долгом я понимаю основной долг, проценты, неустойки, все что угодно. Долг, Нет. такое понятие, да не перебивайте меня, пожалуйста. То есть когда-то единовременно, то есть на какой-то срок был выдан кредит. Либо это были ежемесячные взносы минимальные. Я вот это пытаюсь выяснить. Вы не пытайтесь меня перехитрить Вопрос, или суд. пожалуйста, сформулируйте еще. Судья разберется. Это очень, кстати, профессиональный судья. Вопрос, пожалуйста, задайте еще раз. На какой срок или что? Нет, ваша честь. По большому счету это содержится в иске, я уже думал, будет ответ да, и все. Послушайте, верно ли, что согласно условиям договора должник был обязан исполнять обязательства по возврату части долга ежемесячно, не позднее установленной даты? Если нету Вопрос про льготного дату. периода. Хорошо. Установлена ли была ежемесячно какая-либо дата, не позднее которой должник должен был исполнять обязательства? Единственный срок – это отчисление после того, когда Боже мой. проходит льготный период. Если льготный период прошел, то Так. в дальнейшем заемщик должен вернуть часть долга и процент за пользование этим. Я вас понял. И Вы имеете в срок виду... исчисляется с момента прохождения льготного периода. Вот я понял. То есть в льготный период когда угодно, но слушайте, я даже льготный период это добровольно, правильно? Льготным периодом добровольно должник может воспользоваться, правильно? Он пользуется им всегда. Да не вот кричите вы так на меня всегда. Вы скажите, Пожалуйста. Ваша честь, ну, знаете, во-первых, это уважаемый суд, ваша честь это в УПК. Я Тишина в судебном заседании. несколько лет. Тишина в судебном заседании. Сейчас говорит председательствующий Жолобов. Вопросы еще будут у вас по существу? Да. Я хочу узнать, установлена ли какая-либо дата, не позднее которой должник должен исполнить свое обязательство. Я Есть говорю... ли какая-то предельная дата возврата кредитных средств? Да, но она может быть разной. Она бывает текущей от определенного времени. То есть вы И сейчас зависит суду... с момента снятия денежных средств. То есть вы сейчас суду утверждаете, что договором не установлена конкретно никакая дата в месяце, Я день это не месяца? утверждаю, я Вы только знаю что это сказали. И отвечаю на ваши вопросы. Хорошо, у меня для такой случай, Пожалуйста. хорошо, именно на такой случай у меня заготовлен третий вопрос. В какой день каждого месяца должник должен был исполнять обязательства по возврату части долга и начисленных процентов? Конкретной даты не установлено. Я еще раз вам объясняю. После прохождения льготного периода или с того момента, когда должник снял денежные средства и начинают начисляться или проценты, или неустойки. В том числе и сумма основного долга от суммы взятого кредита или снятых денежных средств. Хорошо. Период, я так понимаю, что срок наступления обязательства установлен не датой, а периодом, правильно? Ну, это в вашу пользу просто, собственно. Вы сейчас это же самое сказали. Я все уже это объяснила. Да вы... Что ж... Вы поймите, вот ваше счастье, что судья меня ограничивает. Будете вопросы Да. включать в дело? Да, да. Можно я не... Нет. Просто дело в том, что... Пожалуйста, следующий вопрос. Ваша честь, хорошо. Я вашу позицию заслушаю, вам будет предоставлено. Нет, я пытаюсь сейчас понять, я так и не получил. То есть, если не дата, то значит срок, ваша честь, по моему мнению, момент наступления срока исполнения обязательства является важнейшим в данном деле. Минуточку. Как понять-то? На вопрос суда поясните, пожалуйста, условия предоставления кредита в виде открытия кредитной банковской карты. В данном деле, какой был срок беспроцентного пользования заемными средствами и к какому числу каждого месяца должна была погашаться задолженность по используемым, если они были, кредитным средствам? Если должник снимает кредитное денежное средство, у него существует льготный период, на основании которого он может внести денежные средства и погасить всю задолженность. Здесь конкретно какой был льготный период? Я считаю, что 60 дней, потому что Я считаю. Это вы откуда берете? Зачем предусмотрено? это предусмотрено условиями. Ваша честь, это ложь, ложь это. Дайте послушаем ответ на вопрос. Так она, вот правильно, я считаю. 60 дней. Да, Это условия льготного беспроцентного пользования. да.
Далее что происходит? То есть, Если в этот период, значит, должник или заемщик у нас не вносит денежные средства, то начисляются проценты за пользование, и вот именно от той суммы, которую он снял, выносится процент для погашения задолженности. периодичность погашения задолженности какая? Периодичность ежемесячно. То есть вот с того момента, как были начислены проценты и неустойки, если неустойка это за нарушение, начисляется следующий период, и следующий период, значит, должны погасить. А То дата, есть, как а дата- определить дату вот, ежемесячную? Вот эту? Она сама не знает. Дата это вот когда сняли денежные средства, 60 дней прошло, то есть и вот после 60 дней следующий период. Хорошо, вернемся к нашему делу. Здесь, когда наступила дата возврата, окончания льготного периода, и когда, соответственно, вы считаете, что наступили обязанности по ежемесячному погашению? И по ежемесячному погашению вот наступили у нас 11 ноября 2014 года. Они были погашены в сумме 793 рубля. Это только проценты и в том числе и основной долг. Давайте следующим образом поступим. Значит, банковская карта была открыта и оформлена 22 сентября 2014 года. 22 сентября 2014 года. Да? Соответственно, начинается с этой даты плюс 60 дней беспроцентного пользования. В размере лимита 70 тысяч рублей. Правильно суд понимает условия? Да. Хорошо. Значит, 22 сентября 2014 года плюс Можно 60 я дней, пожалуйста, плюс 60 дней. Это какая дата должна наступить? Это уже ноябрь. Ваша честь. 22 Позвольте, ну вот же, в их же собственных документах, повторяю срочно. Дата образования первой задолженности. 22 ноября 2014 года. Да. Правильно ли суд понимает, что, соответственно, 22 числа каждого последующего месяца должно исполняться обязательство? Да. А на какую сумму вот за 60 дней, вот в пределах лимита 70 тысяч, были сняты денежные средства или потрачены, или оплачены услуги, или кредиторы? Вот первые, значит, снятие денежных средств это 18 893 рубля. Это какая дата? Это 22 сентября 2014 года. А после этой даты были еще в течение 60 дней расходы по карте? Да, 23 Вот же, сентября были все расходы снято, по вот карте. нет написано. Вот. Все было снято вот в первый месяц полностью, до 75 тысяч дебитов. То есть 18, то, что он сказал, первое, дальше 40, 49, Да. потом 74. Нет, это уже... Это полный, это нарастающим итогом. То есть сначала 18, потом сколько-то. Тихо. Так я уже разобрался лучше ее. Значит, минуточку, вопросы задает суд. Суд Извините. сейчас разбирается. Значит, 18 тысяч, затем 49, да? Потрачено было. То есть расход идет. Да. А вот это 74 298, это что за сумма? Далее идет ниже строчка 74 949 31. 74 997. Это как понять? Вот это что такое? Ну, я не могу сейчас это рассказать. Ваша честь, я понимаю, это вот общий долг. То есть она вас вводит в заблуждение, когда говорит, что снято 18, 49 и так далее. Это общий, тут написано входящий остаток, исходящий, то, что я говорил сразу. Абсолютно ничего не понятно, даже ей, кстати. Здесь имеется в виду, что до 74 298 вот тот, кто снял деньги, дошел в сентябре же 2014 года. Вот и все. Это нарастающий итог. 18 800, 49 и 74. Все, уже невозможно же снять 74 при лимите в 75 и уже снятых 18 и 49. Это же невозможно. Вопросы будут еще? Да, пожалуйста. Скажите, а вот подтверждаете ли вы, что дата образования первой суды к погашению, согласно представленным банком документам, 21 октября 2014 года? Это вот на вашем же написано вот листочке сверху. Подтверждаете? Да. Ой. А сколько всего платежей должен был сделать должник
при условии ежемесячного внесения минимального платежа в соответствии с условиями договора. Это под протокол, я сейчас объясню. Установлен Надо объяснять. Хорошо, если вы поняли, так она не Получается, поняла, ну хорошо. Сколько должна была совершить Макарова ежемесячных платежей? При условии внесения минимального платежа, размер которого установлен условиями. Она могла внести сколько угодно. Это не запрещается. Боже ты мой, боже ты мой. Минимальное количество платежей. Ну, то есть вот... Хорошо, она до исполнения заплатила, обязательств. И она может дальше погасить всю задолженность или минимальных платежей, или каких-то она хочет. То есть вот минимальный платеж она внесла, и дальше она может погасить любую задолженность. И в месяц она может как снять денежные средства вновь, так и погасить их. То есть определить количество платежей невозможно, что ли? Нет, почему? Минимальный платеж это один раз в месяц. Один раз в месяц. На сколько месяцев предоставлен кредит? Вот при условии внесения минимального. Сколько На месяцев? 36 месяцев. 36 месяцев. Это указано в индивидуальных условиях. На 36 месяцев, минуточку. То есть получается после истечения 60 дней, правильно? Да, То есть с 22 ноября плюс 36 месяцев. Да, и вот этот вот платеж, который она должна погасить ту задолженность, которую она сняла, рассчитывается на 36 месяцев. Минимальный платеж она заплатила, дальше может она заплатить еще и может в то же время воспользоваться лимитом и еще снимать в то же время. Пожалуйста, еще вопрос. Нет вопросов, это бесполезно. Сюда мой вопрос. Стороной ответчика было представлено заявление о пропуске срока исковой давности. Поясните, пожалуйста, позицию представителя истца по поводу пропуска. Вопросы? Мы считаем, что пропуска срока исковой давности как таковой не является. Потому что ответчик пользовалась кредитной картой, пользовалась денежными средствами. Последний платеж, как я и объяснила, был 13 мая 2019 года в сумме 50 рублей. Если отсчитывать от этого срока, то срок исковой давности, вы меня извините, об этом даже нельзя говорить. Если то, что она пользовалась картой с момента, если, как ответчик утверждает, с 22 сентября 2014 года она начала пользоваться картой, это ни о чем не говорит. Правильно суд вас понимает, что представитель Сбербанка считает не пропущенным срок исковой давности? Нет, нет. По сроку исковой давности, пожалуйста. Нет, не по сроку. Скажите, пожалуйста, вот это прекрасно, только что сейчас я сообразил, 50 рублей внесли. А срок действия карты, выданной должнику? Разрешите, я закончу вопрос для протокола, потерпите, вы уже все поняли, у вас ответ уже готов. Скажите, пожалуйста, срок действия карты, которая была выдана должнику, коим, по вашему мнению, является Макарова Татьяна Михайловна, в 2014 году, какой? Срок действия карты обычно это самого пластика. Ответьте, пожалуйста, на конкретный Я вам вопрос. отвечаю на вопрос. Вы говорите обычно, я спрашиваю про ваша честь, ну может быть вы зададите. Так она обычно начинает отвечать. Карты, выданной номер вот этой, значит, последняя цифра Это пластик. 6598 Да. карточки. Срок действия карточки. Да. Какой? 3 года? Да. Ваш Даты? всегда 2 года. Даты Выдачи? Да. Хорошо, я задам следующий вопрос. Какой срок действия и существует ли он кредитного счета вот этой линии? То есть не просто пластиковый, поняли, да, пластиковый? Нет, срока как такового нет. Заемщик может пользоваться данным счетом, то есть даже потеряв карту или каким-то образом перевыпуск или еще что-то, счетом она имеет право пользоваться. Хорошо, вопрос такой. В случае утраты пластиковой карты, Она либо в воспользоваться случае ее просрока, каким образом пользоваться счетом открытым и как пополнять кредитную задолженность? можно подойти к оператору и с удостоверением своей личности внести денежные средства на счет или снять со счета. Следующий вопрос. Но банкам, я прошу обратить внимание еще сюда на тот факт, что банкам перевыпускаются данные карты, и заемщик просто подходит и получает именно вот Хорошо. пластиковые карты. Значит, мы определили, сколько действует карта? 3 года. 3 года. А в случае в данном деле срок действия карты выданный 20 сентября 2014 и срок 20 сентября 2017 года. Да, да. Обращалась ли Макарова Да. с заявлением о перевыпуске карты? Она может не обращаться с заявлением о перевыпуске карты. Она должна просто суда не отвечать.
они приходят одновременно сразу, перевыпускаются, так как карточка работает, заемщик приходит и получает эти карты. Все. В данном деле перевыпускала карту, обращалась с заявлением. Макарова получала новую карту. Да, Макарова получала. Да. Карта Назовите остается. дату получения. Дату я не могу. Номер. Карты. Номер остается тот же самый. Номер карты тот же самый. Да. То есть срок действия пластиковой. Да. Вы меня Вопрос, заинтересовали. пожалуйста. Конечно, есть вопрос. Скажите, вот вы сейчас выступили в роли специалиста, рассказали, как вообще бывает. Это вообще очень интересно, увлекательно. Конкретно, применительно к данному делу. Пожалуйста, назовите срок действия карты, выданной должнику с указанным в заявлении исковым номером. Вот конкретного пластика с конкретным номером, который указан в исковом заявлении. Какой срок действия? Я уже объяснила срок действия карты 3 года. Вот конкретной карты 3 года. Да. Хорошо. Макарова новую карту получала в банке? Да, я считаю, что получала. И меня не интересует мнение ваше. Меня интересует... Представитель это не да, получала. Следующий. Так, хорошо, вопрос. Это ваше мнение или вы утверждаете, что получала? Я не знаю, потому что конкретно в материалах дела вопрос стоит конкретно о том, что задолженность по данной карте существует и есть. Я понимаю, что существует. Я прошу меня не передразнивать. Вопрос. Я не передразниваю, я так разговариваю. Слушайте, то есть... А почему вы, если не знаете, получала ли Макарова карту новую, утверждаете, что получала? Задолженность по карте существует. Задолженность по Да, карте еще. существует. Тут дураков нет. Она существует, счет существует. Пластиковая карта новая Макаровой выдавалась. Знаете, суд просит, есть ли доказательства получения Нет, у меня- Макаровой? Нет, у меня нет замены доказательств, сейчас входит Да, судебное заседание. ваша честь, естественно, что Макарова не Вопрос, получила. пожалуйста. Ох, когда... Это невозможно, это просто невозможно. Я уж тоже просто профессионализм выбросил. будут у вас? Мы вот раз вот так работаем. Присаживайтесь, страна. Есть вопросы, есть. Пожалуйста. Уважаемый, можно сидя, если суд разрешит. Уважаемый представитель истца, а каким образом лицо, которым вы считаете является Макарова, 13 мая 2019 года внесло 50 рублей на счет? Я уже отвечала на этот вопрос. Я Давайте сейчас спрашиваю. Может, суд может снимает задать? этот А, хорошо. вопрос, мы уже выяснили, ответы получили, поссорились. 10 минут судебных заседаний перерыв. Пожалуйста, в коридор удалитесь, зал закрыт.